Доктор Анна Рид стояла под ярким светом операционной лампы, сосредоточенно нахмурив брови и всматриваясь в хирургическую петлю. Она надеялась избежать посещения операционной, но ее попытки приносили мальчику слишком много боли и страданий. Поэтому единственным оставшимся вариантом было дать ему успокоительное и провести операцию. Сегодня Анна столкнулась с беспрецедентным испытанием. Живая змея застряла в ухе маленького мальчика. Для нее это было впервые, но она была готова принять вызов. Оливер Хант, 5-летний мальчик, который держался за голову и дергал себя за ухо, поступил в клинику ранним утром. Его мать Маргарет в отчаянии объяснила, что ее сын жаловался на сильную боль в ухе. Он проснулся с криком, и она не смогла его успокоить, как ни старалась. Оливер сказал ей, что у него в ухе что-то шевелится. Сначала Маргарет ему не поверила, решив, что крик вызван ночным кошмаром в сочетании с обычной ушной болью. Но Оливер был настойчив. Он отчаянно тянул себя за ухо, расцарапывая его до крови. Поэтому, чтобы убедить сына, что ничего страшного нет, она схватила фонарик и заглянула ему в ухо. Однако то, что она увидела, выходило за рамки понимания. В узком слуховом канале извивалась маленькая змейка с едва заметной головкой. Ее сын оказался прав, и теперь Маргарет ужасно боялась, что может случиться дальше. Персонал отделения неотложной помощи детской больницы Сент-Мэри в Лондоне немедленно вызвал доктора Рид, ведущего лор-хирурга клиники, известную своим умением сохранять хладнокровие в стрессовых ситуациях. За годы своей карьеры доктор Рид сталкивалась с самыми разными предметами, застрявшими в телах пациентов, особенно детей, которые, едва оставшись без присмотра, норовили засунуть что-то в уши или нос. Обычно такие вещи удавалось удалить быстро и без последствий. Хирургическое вмешательство требовалось крайне редко. И хотя Анна никогда прежде не извлекала живую змею из человеческого уха, она была уверена, что найдет способ вытащить это существо, не подвергая мальчика опасным травмам. Первым делом она решила попробовать нехирургические методы. Доктор Рид осторожно уложила Оливера на бок, подняв его ухо вверх, и предприняла попытку извлечь змею с помощью небольшого отсасывающего устройства и тонких инструментов для удаления инородных тел. Идея состояла в том, чтобы создать мягкое отрицательное давление, которое побудило бы змею выползти самостоятельно, минимизировав боль и травму. Пока она работала, Оливер начал хныкать. Его глаза были сжаты от боли. Анна поняла, что нужно сменить тактику. Она усадила мальчика на стул и попыталась достать змею длинным пинцетом. Она ясно видела змеиное тело, но каждый раз, когда ей казалось, что она вот-вот захватит его, ощущалось сопротивление. Существо, почувствовав угрозу, забиралось глубже, усиливая страдания мальчика. Его маленькое тело задрожало, а кардиомонитор показал резкий скачок пульса. Увидев это, доктор Рид поняла, другого выхода нет. Змею нужно было удалить хирургическим путем, прежде чем она нанесет серьезный ущерб. Стоя у операционного стола, Анна чувствовала всю тяжесть ситуации. Проблема была не только в том, что случай был необычный, но и в том, что змея оставалась живой. Малейшее ее движение грозило повреждением хрупких структур уха, барабанной перепонки, слуховых косточек и лабиринта внутреннего уха. Одно неверное действие, и Оливер мог потерять слух, а, возможно, и получить опасное повреждение мозга. Это было одно из самых рискованных испытаний в ее карьере. Анна осторожно ввела тонкий эндоскоп в ухо ребенка. Камера показала увеличенное изображение змеи. Она была тонкой, не толще карандаша, но ее чешуя сверкала под хирургическим светом. Существо могло дернуться в любой момент, и это стало бы катастрофой. Каждый вдох давался хирургу с трудом. Ни один медицинский учебник не мог подготовить ее к подобной операции. Когда щипцы коснулись хвоста змеи, монитор зафиксировал учащенный пульс мальчика.
Змея дернулась, и по телу ребенка пробежала рябь. Доктор Рид сделала следующее движение еще осторожнее и ухватилась за хвост существа так легко, как только могла. Змея снова пошевелилась, ее тело напряглось, но не ушло глубже. Это было хорошим знаком. Анна медленно начала тянуть, стараясь не повредить слуховой проход, но снова почувствовала сопротивление. Оно было странным. Не агрессивное движение змеи, а нечто другое. Казалось, существо застряло. Она осторожно извлекла щипцы и подвинула эндоскоп ближе. От увиденного у нее по спине пробежал холодок. Змея обвилась вокруг небольшого острого предмета, крошечного металлического обломка, застрявшего прямо в барабанной перепонке. Судя по виду, это был кусочек старой игрушки, которую Оливер, должно быть, засунул в ухо несколько месяцев назад. Присутствие инородного предмета делало операцию еще опаснее. Теперь доктору Рид нужно было не только удалить живую змею, но и постараться не задеть острый кусок металла, который легко мог повредить перепонку или вызвать кровотечение. Само по себе извлечение постороннего предмета было бы очень тонкой процедурой, но с обвившейся вокруг него змеей это казалось почти невозможным. Очевидно, мать об этом не знала, но сам мальчик, вероятно, помнил, как засовывал что-то себе в ухо. Если бы только он сказал об этом раньше, до операции. Теперь у хирурга не было выбора. Если попытаться вытащить змею сразу, можно было зацепить металлический предмет, что привело бы к катастрофе. Если же извлечь предмет первым, неизвестно, как отреагировала бы змея. Это была сложнейшая головоломка. В голове Анны проносились расчеты. Она знала, торопиться нельзя. Нужно было обездвижить голову змеи. Ассистент подал специальный микроинструмент, похожий на крошечный крючок, предназначенный для работы в замкнутых пространствах. С предельной осторожностью доктор Рид установила крючок, чтобы подцепить и извлечь инородный предмет, не потревожив при этом змею. Это требовало колоссального терпения, но Анна знала, как только предмет будет вынут, ей придется действовать быстро, чтобы достать и саму змею. Сделав глубокий вдох, она, наконец, аккуратно освободила барабанную перепонку от металлического обломка и осторожно вынула его наружу. Теперь наступил самый критический момент. Змея, больше не зажатая, могла запаниковать, начать метаться или попытаться укусить. Сердце доктора Рид бешено колотилось, когда она снова сосредоточилась на змее. Она переместила щипцы, ухватила хвост существа и начала медленно вытягивать его из слухового канала. На этот раз сопротивления не было. Миллиметр за миллиметром она тянула змею наружу. И лишь когда все тело существа оказалось на подносе, Анна позволила себе облегченно улыбнуться. Оливер был спасен. Оставалось лишь проверить состояние уха мальчика и дождаться его пробуждения. Жизнь ребенка была вне опасности, но Анне предстояло серьезно поговорить с ним и его родителями о том, что нельзя засовывать в уши никакие предметы. Змея попала туда случайно, но именно старая игрушка сделала ситуацию смертельно опасной. В последующие дни мальчик быстро поправился. Повреждения оказались минимальными, слух был сохранен, и не было никаких признаков неврологических последствий. Его родители были бесконечно благодарны врачам за их работу. Змею, оказавшуюся безобидным видом травяной змейки, передали в лондонский зоологический центр. В каком-то смысле то, что именно эта змея оказалась в ухе ребенка, было удачным стечением обстоятельств. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.